Друзья, всем огромный привет! У нас сегодня с вами будет такое мини-путешествие. Едем мы сегодня на Большой Утриш. Давно я там не была, и как раз-таки сезон закончился, и можно спокойно, в спокойной обстановке, в спокойной атмосфере погулять. Хотим погулять по морю и зайти немного в реликтовый лес, так сказать, который находится на Утрише, и подышать свежим воздухом, зарядиться этой атмосферой. Мы заехали в поселок Суко, до Утриша осталось совсем чуть-чуть. И хотелось бы сказать про погоду. Вообще на сегодня обещали дождь, поэтому мы на свой такой страх и риск поехали. Но, как видите, немного распогодилось. Местами все еще пасмурно, но солнышко пробивается, и вполне себе такая теплая, хорошая погода. Уже виднеется море. Конечно, на Утрише очень классная природа. Здесь просто какие-то фантастические пейзажи. По пути к Утришу можно встретить несколько смотровых площадок, на которых также можно остановиться, посмотреть на море. Можно погулять по горам, по лесам. Есть тропинки уже там протоптанные. Вообще место классное, но лучше сюда ехать после лета, после сезона, потому что это же туристическое место. Здесь летом всегда очень много людей, пляжи забитые, поэтому лучше выбирать вот конец сентября, весь октябрь, если он достаточно теплый. И посмотрите, природа как раз по пути, когда сюда едешь, все деревья разноцветные, яркие краски, глаз радуется, ну и еще достаточно тепло, чтобы вот просто ходить, гулять, дышать. Очень классное место. Вот летом здесь обычно вот по этому тротуарчику не протолкнуться, тебе навстречу куча народу, парковка здесь вся забита машинами, не найти свободного места, и поэтому летом мы сюда стараемся не ездить. В этом году мы не были точно, поэтому вот решили сейчас осенью посетить, но потому что место классное и сюда хочется ехать. Посмотрите, какая классная природа. Вот про что я говорила. Здесь виды просто фантастические. С легкостью мы нашли парковочное место, что почти нереально сделать в сезон. И смотрите, какая сразу открывается перед нами картина.
И тут мне показалось, что я увидела дельфинов, что-то там такое в море бултыхается, но мне подсказывает, что никакие это не дельфины, что это просто ныряют водолазы, коих тут много, потому что здесь устричные хозяйства, здесь ловят мидии, устрицы, много рыбаков, достаточно много лодок. Да, наверное, никакие-то не дельфины. Хотя... Так, что-то конкретно распогодилось. Я так тепло оделась, потому что когда выезжали из дома, было пасмурно. Я думала, на море будет прохладно, но тут что-то солнце как-то припекает, и мне становится жарко. Сейчас мы спустимся к морю, вон оно там виднеется вдалеке, и сначала пойдем направо, там будет маяк. Там будет такой... Будет такая сопочка, там будет стоять маяк, памятники будут. Ну, короче, сейчас все увидите. И потом пойдем в другую сторону, в можжевеловый лес, дышать свежим воздухом. Вот, видите, мидии, устрицы, барабуля. Здесь этого добра достаточно. Уже здесь ничего не работает. Летом вот эти вот все постройки, это все кафешки, всякие сувенирные лавки. Летом здесь очень-очень много народу. Здесь же еще находится дельфинарий. Но мы здесь ни разу не были в дельфинарии. Я вообще в дельфинарии была всего один раз в жизни. И, кстати, не в Анапе. Здесь, на Большом Утрише, после сезона, хочу вам сказать, наступает какая-то совершенно другая атмосфера. Ну, лично по моим ощущениям. Атмосфера какого-то полного умиротворения. И мне кажется, это идеальное место, если вот ты устал от всего, и тебе нужна срочно какая-то перезагрузка. Вот это просто идеальное место. Лес, горы, море, свежий воздух. Какая-то такая суета, несуетливая. Где-то рыбаки, где-то кто-то что-то делает. Такая своя какая-то житейская атмосфера. И что самое главное, здесь очень мало людей становится. Люди купаются, но водичка, я хочу вам сказать, таки прохладная. Так, ну а мы идем дальше. И знаете, что хочу отметить? Приезжая сюда вне сезона уже не первый раз,
сталкиваюсь с тем, что все выглядит как-то, как бы такое слово подобрать-то даже не знаю. Знаете, такое чувство, как будто вот 31 августа закончилось, наступила осень, ну, условно, да, хотя мы знаем, что на наших южных курортах 1 сентября сезон не заканчивается, но условно лето закончилось, все побросали и уехали. Что-то все разломанное какое-то, все валяется, какие-то доски, какие-то фанеры. Видели, там половины брусчатки нет. Выглядит очень неприглядно. Хотя место могло привлекать бы больше людей, но за счет того, что здесь абсолютно... Вот если бы я сюда приехала первый раз, допустим, я ехала откуда-то издалека, да, и приехала, мне сказали, что здесь классное место, я бы приехала, я бы увидела эту разруху, а это выглядит как разруха, я бы сказала, нет, ничего здесь классного нет. Потому что это место надо познавать именно с точки зрения природы. Надо идти в лес. Здесь есть лагуны, на которые можно поехать. Там абсолютно вообще какой-то другой мир. Ну, про это я, может, как-то сниму отдельное видео, потому что мы в каком-то году, я уже не помню, мы были на одной из лагун. И меня это место очень сильно поразило. Вот тогда я поняла, что это за место. А если бы я видела это первый раз, вот посмотрите, мостик даже. По нему страшно идти. И все какое-то такое вот а-ля Советский Союз какой-то. Совершенно не похоже, что ты находишься на каком-то курорте. Но с другой стороны, вот когда смотришь на эти виды, у тебя как бы закрывается маленько, закрываются шоры на всю эту вот непонятную неразбериху. Так, скульптура из камней. Очень часто, кстати, здесь можно встретить подобное. Люди собирают из камушков. Есть, кстати, очень интересные экземпляры. Иногда думаешь, как оно вообще там держится. Ну, а сейчас мы идем в сторону маяка. И виды с одной стороны радуют, с другой стороны смотришь, повернешь голову, там какой-то хлам валяется. Ладно, мы сюда не для этого приехали. Мы приехали наслаждаться природой. Господи, думаю, что за звуки? Это кошка там спряталась, мявкает. Напугала меня. Здесь люди побольше, наверное, многие приезжают сюда посмотреть на маяк, на стелу, на памятники.
Ну, сейчас мы тоже поднимемся, зайдем. Там маленькая часовня. Она обычно всегда закрытая, но мне показалось, что сейчас там дверь открыта. Зайдем посмотрим. Так, ну а это памятник-маяк, установлен в честь моряков, сражавшихся в годы Великой Отечественной на Черноморском флоте, и конкретно экипажа военного судна имени Яна Фабрициуса, которые подорвались на мине в 1942 году, и их выбросило на берег Большого Утреша. Вот в честь этого установлен этот памятник. Ну и находятся здесь еще мемориал, памятники погибшим летчикам и часовня Николая Чудотворца. Впервые я вижу ее открытой, просто предыдущие разы, когда мы приезжали, здесь было закрыто. Я думала, что это просто какой-то бесхозный старый маяк, или что это, я даже особо не понимала. Вот, но оказалось, что это переделанная из бывшего маяка часовня. И когда открыто, зайти может любой желающий. Иконы, молитвы. Я не скажу, что это место отличается каким-то позитивом, потому что когда мы шли сюда, мы были такие веселые, в приподнятом настроении. Когда поднялись, пошли, посмотрели, и все это приподнятое настроение куда-то ушло. Так сказать, остается какой-то осадок, когда окунаем. Так, ну и сейчас мы пойдем в обратную сторону и пойдем в сторону вон того леса, вон той горы. Маленько побродим по лесам.
Кстати, существует легенда, что именно на скалах Большого Утреша был прикован Прометей. И вроде как, ну, насколько я читала, что из мнения авторитетных авторов и исследований выяснили, что именно недалеко от Анапы, а конкретно мыс Большого Утреша, и являлось тем самым местом, где был прикован Прометей. Хотя к этой легенде себя приписывают многие народы, но исследования показывают обратное. И еще чем славится это место, это котиками. Здесь всегда очень много котиков. Вообще про это место ходит много легенд. Но чем точно славится, это доподлинно известно, это своим лесом уникальным, своими уникальными растениями. И что интересно, здесь отличается климат от Анапы. Хотя, казалось бы, это, можно сказать, ближайший пригород Анапы. Но климат здесь совершенно другой, он намного мягче, и за счет гор влажности здесь гораздо меньше и гораздо меньше ветров. Интересные и необычные здесь, конечно, деревья. Некоторым деревьям в заповеднике Большого Утреша более 1000 лет. И вообще здесь представлены виды 60 растений, которые занесены в Красную книгу. Я, наверное, в 100 раз уже повторюсь, если скажу, что здесь просто нереальные виды, но так оно на самом деле и есть. Виды потрясающие. И мы были вон там, видите, тот маяк, та самая стела. И вот мы столько прошли. И еще, знаете, меня один аспект удручает. Ну, с одной стороны, это как бы не мое дело, а с другой стороны, это, наверное, все-таки немного неправильно, когда люди приходят сюда на пикники. Здесь вот пока идешь сейчас по тропинке, с кустиков, с полянок доносятся звуки. Мы сейчас мимо одной такой компании прошли. Люди сидят, отдыхают, жгут костры, что здесь категорически запрещено. И вот этот момент, он, конечно, со стороны людей, он неправильный. 2 года назад здесь был очень крупный пожар. Но не конкретно здесь, вот где мы идем, а туда подальше, где там, между, по-моему, 2-й, 3-й лагуной. Но я точно не знаю, я не сильно там вдавалась в подробности. Там, по-моему, даже было заведено уголовное дело. Потому что тем пожаром было уничтожено много ценных растений. Ну, я уже как сказала, да, что здесь растения занесены в Красную книгу. Этот заповедник вообще, по идее, должен тщательно охраняться, но по нашему опыту я скажу, что охранялся он не тщательно, потому что, по идее, вход на территорию заповедника должен быть запрещен. Но здесь отдыхают люди на лагунах и проходят через этот заповедник. Мы сами так проходили, когда ездили сюда отдыхать. И, собственно, почему случился этот пожар? Потому что также летом приезжают такие туристы с палатками. Некоторые приезжают на все лето просто сюда отдыхать. Вот устраиваются здесь в лесу и все лето здесь живут. Ну, соответственно, где-то
по неосторожности, я не говорю, что это было специально, да, но где-то какая-то неосторожность, где-то незатушенный костер, где-то какой-то брошенный окурок. А лето на юге, оно знойное, жаркое, и, естественно, посмотрите, сколько сухих деревьев, сухих веток и всего прочего. Вообще неудивительно, что случился огромный пожар.